Всем привет! Мы продолжаем ретро-рубрику канала, где вам показываю различные масштабные модели, которые выходили в разнообразных европейских журнальных сериях около 10 лет назад. И сегодня мы рассмотрим поистине культовый автомобиль. Это Варшава М20, польская копия советской Победы. И эта масштабная копия вышла в рамках проекта «Культовые автомобили Польши» под номером 1, и модель появилась в продаже в 2010 году. Она изначально комплектовалась журналом, неотъемлемая часть любого портворка, но свою Победу я приобрел 2 или 3 года назад на распродаже в одном европейском магазине. Там продавали остатки журнальных серий, продавались только масштабные копии. И за эту Победу я заплатил, по-моему, 4 евро. Это адекватная цена за это изделие, с учетом того, что обычно европейская журнальная серия, когда она является новинкой, стоит 15-20 евро. И, конечно, за эти деньги такие модели, на мой взгляд, нету смысла покупать, потому что за 20 евро иногда на распродаже вы можете взять отличную модель от AutoArt, Mini-Champs или Schuco. И там, конечно, совершенно другой уровень проработки. Но есть некоторые оговорки. Например, если мы говорим о польском или советском автопроме, то в 43-м масштабе, например, в варианте Mini-Champs, вы такую модель не встретите с вероятностью 99,9%. И если говорить о советском аналоге ГАЗ М20 Победа, то такая модель годом ранее выходила в российской серии «Автолегенды СССР» под номером 2. И моделей из российской серии нету в моей коллекции. Я уже как-то говорил, что российскую серию «Автолегенды СССР» я начал собирать не с первого выпуска. По-моему, это был 13-й выпуск ГАЗ-13 «Чайка», и в то же время я приобрел свою коллекцию «Универсал» ГАЗ-22 «Волга». И вот именно с этих моделей началось мое коллекционирование журнальной серии. А Победа у меня также есть из румынской серии. Я как-то делал на нее видеообзор. Мы тоже можем ее посмотреть в сегодняшнем видеоролике и сравним, чем отличается польский вариант от румынского и какие у настоящих автомобилей есть отличия. И так как у меня нету журнала от польского выпуска, я вам покажу журнал от российского издания. Это номер 23, и этот журнал поставлялся вместе с Победой с кузовом типа кабриолет. Очень красивый автомобиль, и эта Победа была одна из первых из журнальной серии в моей коллекции. Обычный седан, по-моему, до этого у меня был только от нашего автопрома. И модель была окрашена в довольно необычный сиреневый цвет. Я как-то давно делал на нее детальный видеообзор. И как раз сегодня хорошая возможность освежить в памяти, как выглядел настоящий автомобиль, посмотреть на интересные фотографии. Я думаю, каждый из вас уже прочитал, что написано в журнале. И я упоминал, что мне нравится, как оформлены ранние журналы из серии «Автолегенды СССР». Здесь вполне нормально сформирован материал, и он намного лучше, чем в журнальной серии от Modimio Collections. Также можно посмотреть на фото опытного образца. Есть 1000-й автомобиль Победа, который был выпущен в 1947 году. Также события, которые происходили в стране в тот период времени. И Победа была довольно прогрессивным автомобилем на свое время, и многим этот автомобиль пришелся по вкусу. И также есть дальние родственники: Татра Т600 Татраплан и также автомобиль стандарт Vanguard 1948 года выпуска. Есть фотография настоящего автомобиля, тоже в очень симпатичном цвете. И как-то давно покупал еще одну Победу в сером цвете из журнальной серии, хотел ее покрасить в соответствии с этим прототипом, но не дошло до этого дела. Все никак нету времени, тем более я не могу красить машины в домашних условиях, нужно для этого ехать в другое место, и там нету отопления, и не всегда температурный режим позволяет сделать покраску. Ну, вот другие фотографии, внутренности, моторный отсек.
И также здесь есть различная техническая информация, которая касается настоящего автомобиля. И есть фотографии других вариантов исполнения. Вариант такси, также спортивный автомобиль на базе Победы. И есть анонс на тот момент следующего выпуска. И должен был выйти ВАЗ-2101, но, видимо, была замена. И следующая модель выходила СМЗ С3А Моргуновка. И такой автомобильчик тоже есть в моей коллекции. По-моему, копейка тоже есть. И я ее покупал не из российской серии, а, по-моему, из румынской. И отличий там особых нету. Ну, давайте теперь посмотрим на саму масштабную копию. У нее традиционный для польского издания блистер с серой подложкой, указан прототип, также есть значок ИСТ, который нам символизирует о том, что эта модель сделана на их формах. И Победа выходила в коробочках East Models, а вот насчет Варшавы затрудняюсь ответить. Я уже как-то говорил, что за продукцией Иста особо не следил, не видел смысла покупать более дорогостоящие изделия, потому что все равно пресс-форма одна, у Иста были дворники с фототравления, их можно поставить самостоятельно, и также окрасить элементы салона можно при должном умении самостоятельно. И у этой модели удивительно хорошая покраска и аккуратная сборка, и очень интересный такой синевато-сиреневатый оттенок кузова. Я думаю, на видеокамеру вы точный цвет этого автомобиля не увидите. Здесь хорошо просматривается расшивка, машина не сильно залита краской. Также здесь рулевое колесо окрашено в такой бежево-белый оттенок. И панель приборов покрашена в цвет корпуса автомобиля, а дверные карты и сиденья сделаны из черного неокрашенного пластика. Дворники здесь установлены не очень аккуратно, они пластиковые, в хроме, нужно будет их подкорректировать. Я эти модели уже не хочу дорабатывать, просто нету никаких сил, потому что каждую модель из журнальной серии приходится дорабатывать, подкрашивать, подтачивать, подпиливать. И то же самое касается более премиального сегмента, это и костромские модели, зачастую продукция Deep Models. Здесь фары ближнего света сделаны с черными точками. Это характерный признак модели раннего выпуска и также автомобилей из бюджетного ценового сегмента. Поворотники здесь сделаны в хроме. Довольно интересно смотрится решетка радиатора. Она в плане дизайна сильно отличается от советского аналога. Бампер в хроме, установлены регистрационные номерные знаки спереди и сзади. И на этом автомобиле еще хорошо сделаны колпаки на колесных дисках. Это отдельный хромированный пластиковый элемент. На последующих Победах, которые выходили в серии Автолегенды СССР и также в польском издании, колесики были уже упрощены. Здесь покрышки в целом в диаметре попадают в 43-й масштаб, но они шире, чем должны быть на настоящем автомобиле. И мне кажется, у этого автомобиля колея немного шире, чем должна быть на настоящем прототипе. И, конечно, здесь очень длинная ось, колесики просто здесь болтаются. И по-хорошему нужно снимать колесный диск и подрезать ось, чтобы колесо больше было утоплено в колесную арку. Также здесь дверные ручки обозначены серебристой краской, издалека смотрится вполне нормально. Сзади установили небольшие фонари. Это хромированная деталь, покрытая красным лаком. И, в принципе, такой уровень проработки задней светотехники встречался и на дорогих моделях того периода времени. Например, у Neo была похожая светотехника. И даже я вам показывал Запорожец от Deep Models. У него точно такая же схема изготовления задних фонарей. Также присутствует рукоятка открытия багажника. И у этой машины довольно хорошо проработано днище. Обозначена выхлопная труба. Правда, она из черного пластика
пластика, есть место для закрепления машины к подиуму, и также схематически изображен двигатель, коробка передач, задний мост, рессоры и топливный бак. И давайте я вам покажу модель ГАЗ М20 Победа, которая выходила в румынской журнальной серии. И главное отличие румынских моделей от польского и российского варианта — это то, что они поставляются вместе с черной пластиковой подставкой. И это довольно хороший момент. Вы можете спокойно брать модель в руки, не опасаясь о ее повреждении. И, по-моему, даже продавали отдельно пластиковые прозрачные колпаки, которые подходили под данную подставку. Ну, я, конечно, их в свою коллекцию не покупал. И здесь вы наглядно можете посмотреть, чем отличаются друг от друга автомобили. И, на мой взгляд, у Победы красивей сделано оформление передней части, более выразительная решетка радиатора. Также на польском автомобиле есть декоративный молдинг, который идет от переднего крыла до водительской и пассажирской двери. Этот элемент отсутствует на советском аналоге, зато на советской машине на капоте есть сбоку надпись «Победа». Задние фонари у этих машин ничем не отличаются, как и элемент освещения номерного знака. Правда, номера здесь разные по форме. На польском варианте это уже широкоформатный номерной знак, на советском еще в форме, скажем так, больше квадрата. И также вы можете посмотреть у румынской модели уже упрощенные колесные диски. Но в целом это вполне удачная модель, которая украсит вашу коллекцию, если вы собираете польский автопром, также советские машины. Ведь несмотря на мелкие отличия, это все же советская победа. И вот мне интересно, были ли такие переделки, когда советская машина попадала в Польшу и на нее устанавливали характерные для польского автомобиля декоративные элементы, или наоборот, например, Варшава попала в Советский Союз, была в аварии, и ее ремонтировали при помощи деталей от Победы. И пишите ваши комментарии, понравилась ли вам данная масштабная копия, что вы думаете о европейских журнальных сериях. Поддержите этот видеоролик лайком, вступайте в мои группы в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбуке, жмите на колокольчик и заглядывайте на мой второй канал, там тоже выкладываются интересные видеоролики. А на сегодня это все. До новых встреч. Пока.